Вы знаете, я не всю конференцию посмотрел, но посмотрел. Что же вы так? Это тяжело. Это тяжело и бессмысленно. Потому что все, что здесь происходит, Никита Олегович, это все уже происходило. Если в прошлом году, когда я комментировал эту пресс-конференцию, я сказал, что я разочарован. В этот раз я не разочарован вообще. Я от нее ничего не ждал. По хронологии все примерно то же самое. Единственный фон поменяли, потому что «Единую Россию» убрали. Теперь не голубой фон, который любимый цвет у «Единой России», ну, смотри, а оранжевый фон. Не, Никита смотри, Олегович, пожалуйста. Краснеют все. Краснеют. В великолепном красном костюме. Вы знаете... спасибо, Геннадий Андреевич. Эта пресс-конференция продемонстрировала мне, насколько власть вообще уехала от народа. Я вчера и позавчера был в Сибири, а в конце прошлой недели в выходные был в Сибири, в Красноярске и в Новосибирске, а в конце прошлой недели был в Иваново и Владимире. Я могу сказать следующее. Народ вообще не интересуется всем тем, что дают у нас на государственном телевидении. Их не интересует Сирия, вот наша победа, которой мы все восторгаемся здесь. Их не интересует, какие бендеровцы на Украине. Может быть, они уже устали от этого обстоятельства. Их мало интересует этот Трамп, по которому Путин сегодня, ну, я уж не знаю, сколько он комплиментов ему сегодня наговорил по поводу того, что... Вы же не смотрели. Я смотрел, какие-то выдержки я делал по этому поводу. Народ находится в критичной ситуации, в которой такие пресс-конференции нельзя проводить ни в коем случае. Нельзя начинать с того, как мы растем, и вот у меня здесь куча документов на столе. Нужно сказать народу, что нужно, что они хотят знать и слышать, что у них происходит. Я не знаю, куда ездит Ирина Яровая по своим мероприятиям и общается с народом, который передают Путину какие-то весточки. Она от Камчатки Мне кажется, избирается, что Ирина она туда Яровая ездит. недолго бы продержалась в том зале, в котором я находился в этих городах вчера, мне кажется, например, сейчас у нас будет Никита позавчера в Олегович Новосибирске. выдвигаться в кандидаты. Я могу сказать, что звучит примерно так. Москвичи, валите отсюда, не учите нас жить, не присылайте нам этих непонятных губернаторов. Мы не хотим этого всего. Мы хотим своих людей, которые знают наши проблемы. А этих молодых технократов или каких-нибудь министров Орешкиных, которых вы направляете, которые рассказывают, какой он великий в социальных сетях, потом закрывает свои аккаунты после того, как берет себе в советники девочек, которые кормят черных кошек черной икрой. Вернее, обычных Рыжая кошек. кошка. Рыжей кошкой черной икрой. Вы представляете позорище власти, которое происходит? Что произошло? По сути, можете что-нибудь сказать? Вот как бы того, что было сказано. Да. На этой пресс-конференции Владимир Путин убрал «Единую Россию». И Борис Борисович, и Никита Олегович, соврамши, кошка была серая. Ну ладно, давайте дальше. Хорошо. Но игра все-таки черная. Да, Максим Орешкин, великий наш поисковик в Фейсбуке, людей закрыл свои аккаунты и берет только тех, кто кормит своих кошек черной икрой. Вы к чему клоните, Никита Олегович? Я к чему все это говорю? Да. Путин умело говорит, я просто смотрю на его глаза, Борис Борисович, пожалуйста. Борис Борисович сегодня, например, говорил о глазах Путина. Вот они горят, когда говорят о международной повестке. Он здорово говорит о том, как летят какие-то самолеты вокруг него, как, значит, какой-то Ким Чен Ын, с которым сравнивают с Россией, что-то там, значит, в Сирии, что-то с Трампом. А когда о внутренних проблемах, вот он берет бумажки, которые он принес с самого начала, и начинает нам зачитывать, да вы же как мы где растем. Пример относительно 1,6% то, что мы растем. А вы знаете, что люди у себя в холодильнике наблюдают? Что 40% находятся за чертой бедности. Вы представляете, что он читал? Подождите, мне вот, например, показалось, наверное, раз вы же эксперт, а я ведущий, модератор, да, мне показалось, что он все цифры из головы говорил. А вот что-то он читал, да, там какие-то цифры подглядывал. Он подглядывал, наверное, где-то, да. Он принес бумаги, как и в прошлый раз, как и 2 года назад. Вот он приносит эти бумаги и зачитывает, как мы растем. Народ видит другое. Наконец-то президент должен сказать: дайте нам открытую политическую систему, дайте конкуренцию на этих выборах. Приезжают московские политтехнологи в регионы и говорят: вы вообще не переживайте. Нет, не я. Вы вообще не переживайте, мы изберем вам вот этого человека, которого сейчас сделали временно исполняющим обязанности. Ему говорят: да вы что, мы хотим хотя бы, возьмите нашего, можно он поучаствовать. Да не, ребят, все мы уже решили в Москве. Ребята, если у нас это называется демократией, что у нас записано в Конституции, то я, честно говоря, немножко заблуждаюсь в том, что происходит. Относительно роста экономики. Слушайте, у нас нефть выросла за 2 года почти в 2,5 раза. И у нас экономика, нам рассказывают, на 1,6%.
Что 8? 1,8. 1,8%. Но вы представляете, что если выросли зарплаты в этом году у людей в нефтяном и в банковском секторе на 25%. А правильно Геннадий Андреевич говорит, 3 года подряд у людей реально падают зарплаты и нет вообще никакой работы. Вся статистика, которая сейчас есть в Росстате, это просто придуманная история с задним числом, которую нам рассказывают. Что ж Конкуренции такое-то, а? нет нигде. У Владимира Путина. Что это за конкуренция? Ксения Анатольевна Собчак, которая как обезьянку таскает Так по всем идите, каналам. ну, Никита Олегович, Вот ну она что у в вас самом здесь деле, была, а? вот эта говорящая обезьянка, которая сейчас приходит, говорит там что-то. Она работает на какой-то... Секунду, Борис Борисович. Она работает на свой электорат и формирует у нас... Никита Олегович, вы понимание, закончили? что у нас Никита конкуренция. Олегович, ну Слушайте, ее же здесь нет. Ну что вы ее какой защищаете? смысл о ней говорить? Она не Никто стала с ее нами не дискутировать. защищает. Она пришла сюда и сказала, я буду разговаривать только с Никита ведущими. Олегович, Она пришла на Первый канал, сказала... только с Сказки не ведущими. рассказывайте, но А как? Не вы надо. закончили? Накипело. Накипело, Это правда. конечно. Накипело, Это да. никакая не оппозиция. Это хуже Саакашвили, который Ой, хуже, бегает да. по Киеву. Совершенно точно. Хуже Ну, Навального, здесь вы аналогию который у Путина хотя бы- только что своровали. Что? Ну ладно, ничего. Вам простить. Поэтому я Ну, хочу сказать поэтому. следующее. Тут еще Относительно- еще несколько относительно пунктов. следующего. Надо- В 2012 году я Надо ожидал, еще Игорь времени Николаевич, секунду. говорить. В 2012 году я ожидал, что Владимир Путин после Болотной услышит народ, который вышел туда, все силы, левые силы, правые силы, националисты или кто-то еще, вышли на улицу, вот Дмитрий Некрасов там был, и скажут, мы не верим тому, что происходит. Владимир Это Путин было перезагрузит важно, систему. конечно, Что сделал Владимир Путин? Своих Дал встает Некрасова, Исаев, что? ага. Исаев, ну Владимир ладно. Путин вышел и сказал, вот вам майские указы. После этого закрылась половина предприятий в стране, половина социальной сферы. И сейчас нам говорят, мы продлим Всё. это. Никита Что, Олегович, ну, понятно, как-то понятно. В огороде Бузина в Киеве дядька, а Некрасов был на Болотной. Продолжение этой дискуссии чудесной, которую Никита Олегович только что нам тут спровоцировал. Собчак пошутила, что Путин позволил ей задать вопрос исключительно из-за ее красного платья. Ну, так уж просто Из-за нюанс. её что? Красного платья. Красный, извините, что-то другое, вы обезьян. Никита Олегович. ну, Некрасиво сейчас. Некрасиво, абсолютно. Знаете, конечно. это не предвыборная кампания ВАС, и это пресс-конференция нашего президента. Давайте от Представляете? печки. Правильно, Игорь Ильич, от печки, все правильно. Да, напрасно вы Некоторые не говорите. понимают. Компания Путин. Постойте, вы Нет, говорили нет, 10 минут без подождите, перерыва. 30 секунд, Никита. 30 секунд, спасибо. Час стою, 20. И уже Уже потратил 27. 10. Хочу сказать следующее. Путин, который начал избирательную кампанию, начал ее в Сирии, но не делает ничего относительно того, чтобы сказать об образе будущего страны. Люди не понимают, куда мы идем. У нас абсолютно однобокая политическая система. Он сам сказал, у него нет никакой программы, которую он, возможно, скоро предложит. Ни экономической, ни политической. Как с этим сейчас начинать избирательную кампанию, Что, я конечно, просто не Путин так не представляю. говорил, ну ладно. С учетом того, что у нас нет никакой конкуренции не только на федеральном уровне, но и во всех регионах и муниципалитетах, а что там происходит, мы отлично понимаем, люди абсолютно не могут достучаться до президента. Все, что здесь происходит, все заявления, которые сделаны, это под те бумажки, которые лежат у Путина на столе. Вот если бы Да. Яровая или Да, там всё. Вячеслав Алексеевич... А вопросы Ясно. согласованы, а журналисты по Я отдельному об этом коридору не сказал, я входят. Все просто говорю, понятно, но надо ясно. говорить Всё. прямо, что происходит в стране. Вячеслав И Алексеевич. прямо, что надо делать. Спасибо большое. Первое. Инфраструктура, дороги, высокоскоростные Это всё магистрали и звучит так далее. миллион раз. Никита Второе. Все разваливается. Вся Вас инфраструктура слушаем. советская, и она уже развалена. второе. В России ничего не Вас происходит. слушали, Никита Второе. Олегович. Здравоохранение, образование. Вас слушали, Вот, а мы Никита еще Олегович. говорим еще об этом. Позвольте высказаться и другим экспертам. Но на самом деле это опять же противоречит истине. Вы председатель комитета... Потому что здравоохранение, между прочим, Путин назвал критерий оценки здравоохранения, да, рост продолжительности жизни за это время с 65 до 73 лет. И это оспорить невозможно. Да, потому что... Образование – это не новая тема для Путина. Я просто скажу, что в номинале расходы на образование за последние 17 лет выросли в 15 раз. Так же, как и расходы на науку, которые объявлены 4-м приоритетом – высокие технологии. Все ввели Пятый приоритет – это производительность труда. 6-й – доходы.